еще делать в субботу в 7 утра на крыше родного дома? Конечно же, пить виски. Не сочтите это за призыв к действию. Single Malt шагает по планете, и сегодня мы перемещаемся в Соединенные Штаты Америки и изучим винокурню, которая называется Green Bar Distillery. Поехали! Винокурня открыта в городе Лос-Анджелес, городе ангелов, в 2004 году. И это была первая винокурня, которая была крафтовая винокурня, которая была открыта со времен сухого закона в Лос-Анджелесе. Тогда, в 2004 году, крафтовых винокурен в США было около 50. Сегодня в одном Лос-Анджелесе и пригороде, наверное, их около того, если не больше. Тогда, в 2004 году, молодая пара Милкон Хасравян, армянин, и американка индийского происхождения Лити Мэтью фамилия, хотя Мэтью это Матвей, да, имя вроде бы, пытались приучить друг друга к тем алкогольным напиткам, которые любят сами. Милкон, как настоящий армянин, конечно же, любит фруктовые дистилляты, фруктовые бренди, причем именно дистилляты, не ректификаты, а Лити любит калифорнийское вино, и, естественно, пиво сейчас очень активно и просто шикарно развилось в Калифорнии, там целая индустрия. Лите, естественно, не понравилась категория дистиллятов, именно армянских, видимо, дистиллятов, или дистиллятов вообще. Как я читал в интервью, она упоминала какие-то ноты растворителя и сказала, что она не любит растворители, она не понимает, в чем здесь кайф. В итоге Милкон решил как-то смягчить, как-то все-таки показать ей культуру Армении, красоту дистиллятов, и начал экспериментировать, делать мацераты, настои, подбирать разные травы, фрукты, пытаясь комбинировать. Он хотел донести и получить такой вкус, который бы понравился Лите, а заодно и начали угощать этими дистиллятами, этими настойками своих знакомых. Постепенно это превратилось из хобби в бизнес, как это часто бывает. Они сейчас специализируются больше на биттерах, на ликерах, на настойках, на мацератах, нежели чем на виски. Виски это скорее какое-то вот исключение, наверное. Как обычно, как сегодня модно, пара решила заниматься продуктами, которые получают исключительно из биоорганического сырья. И здесь основная идея, что биоорганический равно лучший вкус. Плоды и злаки содержат больше сложных, как научно уже доказано, больше сложных и разнообразных веществ, если они произрастают в естественных условиях и конкурируют с остальными культурами наравне, конкурируют с культурами наравне со всеми остальными. И здесь вот Милкон привел такой пример, что когда культуре дают каких-то костылей, помогают им быстрее расти, помогают им расти здоровыми, но они должны быть сильными сами по себе, и какие-то резкие смены погоды или изменения условий среды моментально уничтожают эту культуру. В качестве доказательства того, что органический лучший вкус, он привел такой интересный пример, что апельсин, например, должен отпугивать, например, красного огненного муравья, который живет в тех местах, и для того, чтобы его отпугивать, ему нужно вырабатывать больше масла, апельсинового масла, чего он не делает, если мы его будем как-то искусственно там чем-то удобрять и помогать ему расти. Соответственно, вырабатывая больше масла, он становится более ароматным, а значит более душистым и дает напитку, например, напитку или мацерату больше органолептических каких-то свойств, замечательных вкусов и ароматов. К сожалению, наши экспериментаторы не ответили на мои вопросы, которые я отправил им через форму на сайте. Это же очень обидно. Кстати говоря, у них на сайте 2020 год копирайта крайний стоит. Я всегда обращаю на эти моменты внимание, потому что если не стоит крайний год, то, видимо, сайтом не занимаются. Если сайтом не занимаются, то, возможно, может быть, и бизнесом не занимаются. Вот. В отзывах я нашел, что винокурня работает, год назад, по крайней мере, работала. Там, по-моему, кто-то подтвердил в ответе на вопросы. Кстати говоря, кто-то год назад и задал вопрос, а вы работаете еще? Есть, кстати, и негативные отзывы в Гугле, есть там однозвездочные, но я так понял, там какие-то у них между собойные разборки. Очень много вопросов, и большинство вопросов, которые вы бы хотели задать об этом виске, раскрывает этикетка и контр-этикетка. Почему Green Bar? Я думал, что это какой-то зеленый брусок в начале Green Bar. А на самом деле Green Bar это зеленый бар, который наполнен бутылками, то есть ваш бар. Вот хотите, чтобы он был зеленым. Что значит зеленый бар? Сейчас я расскажу чуть позже. Во-первых, точнее сейчас же вам расскажу. Самая первая причина это, конечно же, биоорганическое сырье, о котором я только что рассказал. Вторая причина. На каждую проданную бутылку компания Green Bar Distillery сажает дерево. По моим подсчетам, на сегодняшний день, не только виски, да, своих других напитков, по моим подсчетам, на сегодняшний день должно бы уже было посадиться в районе 1 миллиона деревьев. Это такой приличный лес должен быть. Хотел бы я на него посмотреть.
Дальше. Здесь у нас нарисован медведь. Год основания 2004. Здесь у нас нарисован медведь и надпись «Калифорния». Наверняка русскоязычные зрители, которые живут в США, знают ответ на вопрос, почему изображен медведь. Медведь – это символ штата Калифорния, и где действует винокурня. И первое его появление связано с 1846 годом. Это времена Авраама Линкольна, и он появился на флаге Калифорнийской республики. Медведь стал символом независимости в борьбе за независимость от Мексики. Что такое Slow Hand Single Malt? Ну, органик, понятно. Slow Hand Single Malt – это Single Malt, односолодовый виски, который приготовлен медленно. То есть, ну, вот так вот, как написано, так и есть. То есть, медленная ферментация, об этом тоже чуть позже. Вообще, они большие кудесники именно по ликерам, нежели чем по виски, как я уже говорил. И вот у них есть коктейль, здесь есть как обычно, сейчас вот модно стало придумывать коктейли, предлагать продолжение своего продукта толкать в барную индустрию, дабы увеличить продажи, как вот была история с Окинтошином. Там вообще и нашим, и вашим везде спляшем. Здесь вот есть такой у них коктейль, 2 ОЗ, такой вот объем на джиггере, я не помню, что такое ОЗ, Green Bar Single Malt, 1 ОЗ, ну то есть 2 доли Green Bar, 1 долю Green Bar Поппи Амара. Вот как раз тот самый Поппи Амара, это Поппи это мак, а Амаретто, грубо говоря, на основе мака. Ну, Амаретто это многотравный такой ликер, типа биттера. И здесь Милкон и Лити настоящие маньяки, они постоянно экспериментируют. И в данном случае вот их Поппи Амара это их некий шедевр, некий хитовый такой продукт, который, видимо, продается больше всего. И вот он здесь используется в ликере. Он сделан на основе множества разных трав. Там и толокнянка, чертополох, калифорнийский вот лавровый лист, вот этот вот калифорнийский мак, грейпфрут, то есть и фрукты здесь есть, лопух, рута, артишок, вот горячавка. Горячавка в шнапсе у нас была. Green Bar дистиллеры, как они утверждают, гонятся за вкусом. Они придают ему форму любым доступным способом. У них нет какого-то старого семейного рецепта, старой тайны, нет каких-то традиций многовековых. Они все делают вот на коленке, можно сказать, здесь и сейчас. Это означает, что они могут создавать свои правила, создавать свои традиции, лишь бы результат был вкусным. А еще это значит, что путь Single Malt, который проложен, наверное, по винокурне Green Bar Distillery, не усеян терниями, но он просто свой. Он просто свой, и он никому не привязан. А для производства своих напитков пара заимствует любые наработки из разных отраслей производства алкоголя. Это и винная история. Здесь у нас калифорнийская под боком винодельческая промышленность. Здесь у нас медленное прохладное брожение. Здесь у нас микрооксигенация. Не знаю, используется где-то здесь в производстве виски, именно виски микрооксигенация. Микрооксигенация это, ну, в вине, насколько я знаю, это какой-то производственный процесс, который происходит при маленьком дозированном поступлении кислорода. Ну, например, там, в том числе и брожение вина может проходить с микрооксигенацией. Может и выдержка происходить с микрооксигенацией. Может быть и в виске что-то подобное используется, но я об этом ничего не нашел. Опять же, вопросы засыпал, но никаких ответов не получил. Пивоварение. Здесь у нас берется отдельная история. Здесь у нас берутся дрожжи. То есть используются пивоваренные дрожжи, как их использовали на Hellier's Road, например, и в Австралии любят использовать пивоваренные дрожжи для производства виски. Здесь фермерские истории и выбор органических продуктов. Тут у нас и необычный перегонный куб, как написано на сайте, непрерывной перегонки, дистиллятор непрерывной перегонки. По картинке, вот, посмотрите, это такое медное оборудование, несколько колонн, метанольное в том числе, но на колонны идет парс из дистиллятора, из фракционного вроде бы дистиллятора, обычного прямоточного дистиллятора у нас явно фруктовый и скорее для производства бренди и шнапсов. Вот, то есть действительно все берется на вооружение в производстве виски на винокурне Green Bar Distillery. Стоит особое внимание уделить выдержке. Выдержан этот виски 3 года в бочках, на этикетке я вам покажу, в больших бочках, которые называются здесь у нас ватами. Ну, то есть в основном это бочки, это дубовые бочки, в основном вата это, соответственно, бочки, созданные для ваттинга, для смешивания, для создания батчей. То есть они очень большого объема и выдерживать полноценно виски в них нельзя. Но здесь у нас выдержка вот в таких вот больших бочках, объем не написан, около 3 лет. Более 3 лет написано. И в этих бочках плавали клепки. Итого у нас, как вот утверждают, здесь
6 видов дерева использовалось в вывешке этого виски. Какие? Какие это клепки? Кстати, они прошли легкий обжиг, тостинг в домашних условиях, как написано. Хикори. Хикори — это что-то типа грецкого ореха или пекана, такие орехи. Спасибо, кстати, большое Саше Александру, который ведет канал Драм-Кружок из Америки. Он объяснил, что такое хикори. Хикори — такие орешки Раньше они считались орешками для нищих, их можно было собирать и как-то утолять голод. Ну, в общем, похоже они что-то на дерево, вот эти орехи похожи на грецкий орех. Клепки из хикори, клепки из клена, клепки из... Так, малбери — это у нас тутовое дерево. Клепки из красного дуба, есть еще и красный дуб, вот мы теперь узнаем. И клепки от виноградных деревьев. Естественно, в Шотландии такое вообще недопустимо, например, да, чтобы клепки... Но это скорее такая, действительно, больше, может быть, похожа на современные вот какие-то вот армянские технологии, в российские технологии, когда бренди выдерживаются, кто не слышал, может быть, удивится, виноградный спирт могут выдерживать в цистернах металлических с дубовой клепкой, например. Внутри там плавает такая бурда, вот это вот бренди, этот спирт виноградный, а внутри плавают эти клепки обожженные. Соответственно, как бы спирт начинает вытягивать что-то из этих клепок, но без кислорода. Этот процесс, естественно, ну, как минимум, ну, не перспективный, как минимум. Здесь же у нас используются большие бочки, здесь дыхание происходит, и оксигенация, насыщение, аэрация, ну, скорее оксигенация дистиллята происходит через клепку бочки, в которых, вот этой огромной бочки для вата, в которой плещется наш дистиллят, и здесь у нас еще в нем плещутся и замечательные клепки. Так, что здесь у нас написано? Malted barley, organic ingredients. Содержание углеводов, белков. Здесь есть такая интересная надпись: 45 мл равно carbon negative for one day. Что это значит? Я не понял, объясните, пожалуйста. У меня бутылка, дата розлива 29 августа 2019 года, крепость 42%. Так, обычная история про то, как надо хранить бутылку и как долго. Даже влажность не более 85%. Кто у нас импортер? Общество с ограниченной ответственностью Карат, Краснодарский край, город Краснодар, западный обход. Объем 0,7. Приобрел я ее в Москве в галерее Градусов 5 мая 2021 года. Вот, наконец, до нее я добрался за 4240 рублей. Если вы где-то видите эту бутылку у себя на полках, расскажите. Интересно, есть ли она еще в продаже. Давайте приступим к изучению. Цвет яркий, явно натуральный, как мне кажется. По крайней мере, в составе не указан краситель. Нет, красителя нет в составе. Дистиллят и вода очищенная. Яркий, цвет медно-золотистый, аромат душистый. И вот тут вот вспоминается сразу амаретто, вишневая история, вишневая косточка. Как будто бы они что-то где-то повыдерживали амаретто, может быть, и не помыли тот самый чан, как мы любим предполагать. Аромат напомнил сразу же ароматы продуктов, которые произвели российские винокуры. Отдельно еще вспомнился Hudson Baby, у него тоже есть такой крафтовый аромат, я его называю обычно аромат от домашнего оборудования. Ну и дальше у нас чувствуются травянистые ноты, вишневые ноты, вишневая косточка. Что приятно, здесь не чувствуется, практически не чувствуется дистиллят, спирт. Есть какие-то неприятные ноты, вот может быть как раз крафтового типа, это какой-то пеноплекс, корица, гвоздика, кориандр, сладкие ноты мускатного ореха, сухого красного вина, кориандр, шалфей. Изредка проклевывается фруктовая сладость, небольшая сивушная нотка, сливочное мороженое, крем-брюле. Ну, такой очень интересный аромат, вообще не похожий на виски. Давайте по вкусу попробуем что-нибудь понять. Продолжение носа. Первое, что приходит на ум, только не сладкий, а сухой травяной биттер. Что-то вроде бугульмы или рижского бальзама. В паре с рябиной на коньяке, не дать не взять. Вторым номером ощущается то самое крем-брюле, сливочное мороженое. И знаете что, вот я тут долго думал, гадал, что же это такое Iron Brew. Iron Brew, вот шотландский напиток, вот это вот
такой состав, видимо, какой-то близкий, может быть, или травки, которые в нем содержатся, вот как-то соответствует вкусу. Финальный аккорд – это жгучий черный перец, вяленые томаты в оливковом масле. Финиш. Финиш сухой, продолжительный, вяжущий, почти древесный, но сказать, что это древесный, я бы не сказал. Не хватает какой-то финализирующей общей ноты, чтобы сказать, что финиш древесный. Здесь в финише ощущается множество каких-то с трудом идентифицируемых трав. Итак, выводы, итого оценка. По всей вероятности, виски натурального цвета, как я сказал, состав об этом тоже говорит. Выдержан ли он в обожженной бочке? Вот большой вопрос. Не знаю, вот эти вот ваты большие, они, по-моему, не обожженные, это же просто клепка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто точно знает, что за бочки используют для выдержки винокурни. Может быть, это, кстати, тостинг тот же легкий, может быть и нет. Вот, напишите в комментариях, кто знает. Оценка 68. Жалею ли я о том, что купил этот виски? Нет, безусловно нет. Виски очень интересный, и для расширения кругозора, для расширения вот понимания, какой может быть виски, это очень-очень интересный образец. При анализе, например, каких-то других работ, домашних винокуров, может пригодиться такой опыт. И вот, может быть, какой-то вот это вот разнотравие просто пышущее, это как раз вот эти вот разные клепки, виноград, и клен тут, и хикори, в общем, чего только нет. Замечательно, прекрасно. Ну, вслепую определить, что это виски, я бы никогда, наверное, не смог. Я бы решил, что это продукт какой-то, наверное, ну, не сингл молт точно. Ну, то есть виски, я не знаю, сказал бы я, что это виски, наверное, тоже нет. Я бы, наверное, сказал, что это, наверное, какие-то эксперименты российских винокуров, может быть, такой, может быть, что это может быть? Какие-то эксперименты с бренди, может быть, с медом или какими-то мацератами на травах, не знаю, сахарных дистиллятов. Выдержка сахарного дистиллята с травами в бочке, может быть, я не знаю, там, ну, какие-то разные варианты, я предполагал, все что угодно, но только не виски. Вкус настолько, кстати, вот мощный и насыщенный, ну, вот насыщенность 10 из 10, 100%, сладость 9 из 10, аромат тоже 10 из 10 насыщенность. После первого же глотка этого виски настолько мощно все заполняет вот этими травами, душистостью, какой-то мощностью, насыщенностью, напористостью и сложностью, что ты просто потом не можешь анализировать нос. То есть вот у тебя все рецепторы забиты на полную катушку. Оценка вот 68. Тем не менее, ну, наверное, коктейльная история может быть. Но вы знаете, вот в истории с коктейлями я вообще такой вот большой скептик, когда говорят, интересно ваше мнение тоже, когда вот говорят, что а вот этот виски, а вот этот вот бренди или еще что-то, коньяк, хорошо подходит к коктейлям. Вот вам вот такой вот замечательный рецепт этого коктейля. Да, наверное, может быть, это и так. Но коктейль в основном у нас, как правило, этот коктейль, который предлагается производителям, содержит тоник. Ну, вы знаете, вот сколько я не экспериментировал, делал какие-то коктейли, ну, вот вывод у меня такой: добавь тоник в любую спиртную жидкость, и он станет замечательным коктейлем. То есть тоник просто как вот отличная выравнивающая история. То есть тоник — это напиток, который делает из любого алкоголя классный, ну, по крайней мере, прикольный и нормальный такой коктейль. То есть, по сути дела, вопросы, вот, которые поднимают производители, они говорят, что мой вот напиток подходит для вот такого вот коктейля. Ну да, если добавить что-то такое вот мощное и явно меняющая, просто заполняющая, какую-то заполняющую собой все пространство вкуса и аромата жидкость, ну, наверное, да, тогда это будет прикольный коктейль. Но при чем здесь ваш напиток, извините меня? Может быть, я не прав. Давайте поспорим в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Что еще я пробовал из сингл-молтов от американских производителей? О них я рассказывал, об этих своих экзерсисах, об этих своих изысканиях в предыдущих выпусках. Маккартис Oregon Hood River Distillers Ltd. Интересный, необычный. Они делают фруктовые дистилляты, тоже, опять же, оборудование создано для фруктовых дистиллятов, на нем они делают в том числе и виски. Однако мне Маккартис очень понравился, 81 балл я ему поставил. Это был релиз с использованием дымного солода. Дымный солод они закупают в Шотландии. В общем, дымный солод никто не рискует делать сам. Однако вот у нас делают в России.
интересно, кстати. А кто-нибудь из винокуров закупает солод в Шотландии, дымный солод в Шотландии? Делали какие-нибудь релизы? Расскажите, пожалуйста, очень интересно. Может быть, он какой-то волшебный, или наоборот, не стоит экспериментировать и делать свой дымный солод, это не так просто. Выпуск, где я рассказываю про Маккартис Орегон трехлетний, это 18-й выпуск, одна из первых работ, посмотрите здесь, если интересно. Это 6-й виски-симпозиум. Дальше, еще что пробовал из виски, это Stranechans Sherry Cask. Это виски из Колорадо, Stranechans, и, соответственно, у них свой путь, это большие кубы, которые похожи на кубы для пивоварения, то есть такой вот огромный вот основой круглый, которая переходит уже в колонну. Stranechans замечательный совершенно виски, 89 баллов я ему поставил, я считаю, для сингл молта из США это прекрасная оценка. На Stranechans я делал, кое-что о нем рассказывал в 44-м выпуске 7-го виски-симпозиуме. И там я его сравнивал, вспомнился мне анекдот про Жигули, когда немцы решили производить автомобили в России, и у них получался все время Жигули, а не Мерседес. И вот, собственно говоря, здесь то же самое. Stranechans вроде бы делают сингл молт, а получается у них вот что-то вроде ржаного виски, потому что там какие-то маринады, какие-то маринованные огурчики, соленья. Ну, то есть больше похож он на ржаной виски, однако очень-очень богатый и классный ржаной виски. На Stranechans обычный желтенькую этикетку делал обзор Александр Драм-Кружок, вот тут вот ссылочка. Там у него история, он рассказывает про Stranechans, который выдержан просто в сырой обожженной бочке. То есть ту бочку, той бочке, которая идет для выдержки бурбона. То есть это не бочка из-под бурбона, это бочка, которая идет только на выдержку для бурбона. В ней выдерживался этот, ну я не помню там сколько лет. Посмотрите этот обзор, очень интересно. Еще Александр очень интересно по полочкам классифицировал, рассказал о классификации американского виски зернового. А он только зерновой. Вот, тоже довольно интересно, чтобы не плавать. Посмотрите, ну может быть кому-то будет интересно. Надеюсь, Александр, ты еще продолжишь ведение своего канала, я надеюсь. Резюмируя, можно сказать следующее, что американский виски идет своим собственным путем, не смотрит на традиции шотландцев, ирландцев, не пытается копировать их перегонные кубы, не пытается копировать их технологии, там, ферментацию и так далее, а идет своим собственным путем. Может быть, это правильно. И мы об этом еще поговорим в следующих выпусках, надеюсь. Поговорим с ярославскими винокурами и поговорим о собственном пути российского виски. Продолжение следует, что называется, и надеюсь, мы попробуем описать этот путь российского виски и попробуем его представить и обрисовать его перспективы. Что-то супер достойное сингл молт из США будет ли или нет, исходя из того, что мы видим на сегодняшний день, не знаю. Может быть, эти эксперименты приведут к чему-то интересному, и мы увидим какие-нибудь шикарные штуки. Но пока по крайней мере, я о них не слышал, Александр тоже не слышал. Если вы живете в Америке или если вы пробовали много американского сингл молта, напишите в своих комментариях, что интересного, что вкусного вам попадалось. Может быть, есть какие-то шедевры, какие-то необычные, яркие, не знаю, там, яркое пятно на белой скатерти винокурения. Расскажите, пожалуйста. Итак, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на соцсети, которые в комментариях: Telegram, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Яндекс.Дзен. Донаты приветствуются также. Вот тут вот сразу же ссылочка на пожертвование. Пожалуй, все. Итак, не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока.